Еще 1,5 года назад этот шокирующий и экстремальный метод лечения орхидей изнутри вводил большинство любителей орхидей в состояние глубочайшего стресса. Этот способ лечения орхидей я окрестила методом 5 капель. 5 капель в центр розетки орхидеи. Метод получил молниеносный отклик от любителей орхидей по всему миру. Впервые я продемонстрировала этот метод лечения орхидеи изнутри на любимом многими фаленопсисе мини-марк. Спустя 1,5 года ситуация совершенно не изменилась, и мне продолжают писать в комментариях и в телеграм-канале, что этот мини-марк очень странный парень. Сегодня вы увидите, как развивалось растение после лечения методом 5 капель и что с ним стало сегодня. И привет, друзья! Вы на канале Классика орхидейного жанра. Пожалуй, самый главный вопрос, который я чаще всего получаю, связан с проблемами в развитии орхидей. Что я делаю не так? Почему орхидея не развивается? Этим вопросом задается большинство зрителей. Винить себя, орхидею или кого бы то ни было бессмысленно. Нужно действовать. Ведь чаще всего проблему невозможно увидеть снаружи. Она кроется внутри орхидеи. Но даже получив доступ к внутренностям орхидеи, идентифицировать возбудителя проблемы без лабораторных исследований практически невозможно. Но есть такие возбудители, рассмотреть которых можно в камеру телефона. Интересно, что это красное такое? Выглядит не очень. И выглядит не очень, и убивает орхидею быстро. Я представляю вашему вниманию несъедобный гриб – Nectria киноварно-красную. В нашей стране этот гриб часто находят в северных и центральных районах европейской части и на Дальнем Востоке. Обычно он обитает как сапрофит на опавших или отмерших по тем или иным причинам деревьях, однако может развиваться и как раневой паразит. Мицелий гриба развивается под корой деревьев и вместе с корой заносится в посадки наших орхидей. Конидиальные стромы имеют вид оранжево-розовых подушечек размером от 0,5 до 2 мм. Орхидеи обычно заражаются Nectria киноварно-красной через корни. Это происходит в тех случаях, когда корень орхидеи встречается в субстрате с находящимися в нем остатками пораженной коры деревьев. Из корней Nectria киноварно-красная распространяется по сосудам в ствол, в результате чего происходит внезапная и быстрая гибель орхидеи. Взрослые орхидеи с вызревшими зелеными частями могут повреждаться частично. Молодые растения гибнут очень быстро, без возможности восстановления. Поражению орхидей Nectria киноварно-красной способствуют, конечно же, неблагоприятные для развития орхидеи условия. К таким условиям относятся недостаток света, воды, механические повреждения стволов и морозобоины. Орхидея, которую вы сейчас видите на своих экранах, попала ко мне в уход уже с отмершим стволом в стадии одного нижнего листа. И я нисколько не была удивлена, увидев на остатках этой орхидеи Nectria киноварно-красную, потому что знала историю происхождения этого пенька. В прежних условиях в новогоднюю ночь у открытого окна орхидея переохладилась. И только благодаря тому, что я начала снимать историю этой орхидеи с нуля у себя дома, я смогла зафиксировать этого паразита и показать его вам. Вчера в Telegram на одноименном канале я разместила анонс этого видео и получила вот такие комментарии под ним. А я потеряла красавицу Makeup Monroe этим летом от этих красных шариков.
Уже потом, когда вытащила из грунта проверить корни, а там шарики красные. Это некоторые киноварно-красная. Знаю, как выглядит, но понятия не имею, как с ней бороться. И очень мало информации о ней. Так что с огромным интересом посмотрю видео. Знать врага в лицо и понимать, кто уничтожает наши орхидеи изнутри, или не знать вовсе, принципиальной разницы в данном вопросе не имеет. И вот почему. У орхидеи, которую вы сейчас видите на своих экранах, внешних проявлений болезни практически не было. Они обнаружились при плановой пересадке спустя 4 года после покупки. Я решила омолодить орхидею, немного укоротив ее ствол. И вот что я увидела на срезе. Представляю вашему вниманию грибковое поражение сосудистой системы орхидеи. Какой именно гриб забил более 50% сосудистой системы растения, в данном случае принципиального значения не имеет. Ведь если бы не его величество случай, до поры до времени я бы даже не подозревала, что орхидея поражена изнутри, что изнутри ее уже поедает паразит. При таком одностороннем поражении сосудистой системы растения проблемы обычно возникают тоже с одной стороны. Только с одной стороны листья начинают вянуть и желтеть, а с другой стороны они продолжают держать тургор и выглядят здоровыми и зелеными. Корни могут тоже отсыхать только с одной стороны. Чтобы не доводить проблему до глубоко запущенного состояния, нужно приниматься за ее решение еще задолго до ее критических проявлений. Недаром говорится, что проблему проще предотвратить, чем ее в дальнейшем решать, и чем терять орхидеи. С годами я научилась решать подобного рода проблемы до их критического проявления. А еще 4,5 года назад я недоумевала, почему орхидея все время цветет и не растит листья. И почему сами листья какие-то странные, обезвоженные и тусклые при достаточно хорошей корневой системе. Уже тогда было понятно, что внутри орхидеи живет нечто, что забило сосудистую систему орхидеи и препятствует поступлению воды от корней к листьям. Я постоянно клеила мокрые ватные диски к тыльной стороне листьев орхидеи, но добивалась лишь кратковременного успеха. Пока я клеила мокрые ватные диски, тургор листьев хоть как-то восстанавливался. Но стоило мне прекратить это делать, нижние листья снова повисали как тряпочки, как уши спаниеля. Решать эту проблему снаружи не имело никакого смысла, нужно было лечить орхидею изнутри. И тогда я впервые применила этот шокирующий и экстремальный метод лечения орхидеи изнутри соком одного великолепного лекарственного растения. Давайте посмотрим, как это было. На ваших экранах кадры полуторагодовалой давности, видео от 21 марта 2022 года о результатах лечения орхидеи этим шокирующим методом. Толстянка, красула, денежное дерево. И выглядеть и называться это растение может совершенно по-разному. Смысл один. Сок этого растения очень благотворно сказывается на орхидеях. Берем один лист толстянки непосредственно с растения. Я не ферментировала этот лист, ничего не делала. Срываю с растения, мою, разделяю на 2 части. Все, кто боится, быстренько закрываем глаза и не смотрим. И начинаю выдавливать сок этого лекарственного растения или растения хирурга прямо в сердцевину ствола фаленопсиса или в центр розетки. Прямо туда. Для наполнения вот этой ложбинки в центре розетки фаленопсиса мне требуется обычно 5 капель сока толстянки. Всего 5 капель сока для восстановления растения.
Проводить эти процедуры можно без ограничений, сколько хватит сока. Обычно я делаю это каждый день. Почему я уточняла, что этот метод только для тех, кто не боится жидкости на орхидеях? Потому что вот этот сок, он остается в орхидее навсегда. То есть серединка не промакивается, а наоборот, сок впитывается внутрь орхидеи, распределяется по всем составляющим, попадает во все пазухи, стекая вниз и пролечивает орхидею изнутри. Каждая капля, буквально каждая капля этого сока у меня на вес золота, и я не допускаю, чтобы ни одна капля прошла куда-то мимо. Все должны попасть в центр розетки. Сок толстянки находится в сердцевине или в середине розетки до тех пор, пока сам не впитается или не высохнет. Все это время он оказывает лечебный эффект на фаленопсис. Процесс этого лечения длится уже 4 месяца. 4 месяца я капаю соком толстянки в сердцевину орхидеи, и орхидея не только абсолютно прекрасно себя чувствует, здорово, но и начала развиваться. Орхидея начала расти. Листья, которые начали расти у мини-марка после окончания лечения соком толстянки, отличались от прежних всем, начиная от тургора листьев, заканчивая их формой и структурой. И, наконец-то, начался полноценный корневой рост от ствола фаленопсиса мини-марк, но корни начали расти выше места внутреннего поражения. Иногда у меня складывалось впечатление, что из центра розетки бывшего фаленопсиса мини-марк растет совершенно другой фаленопсис, другого сорта, настолько разными были листья. В это время, понимая, что проблема до сих пор находится у фаленопсиса внутри, я продолжала регулярные профилактические обработки растения соком толстянки. К этому времени свой собственный метод использования сока толстянки я уже усовершенствовала и стала добывать сок из листьев толстянки более экономными способами. Я нарезала листья крассулы на мелкие части и с помощью пресса для чеснока выдавливала сок без остатка. При таком способе добывания сока его получается значительно больше, чем при давлении листа руками. Полученный чистый сок крассулы тоже можно использовать разными способами, как для наружного применения, так и для внутреннего лечения орхидей. С помощью сока крассулы и я, и зрители канала излечивали великое множество как внутренних, так и внешних проблем орхидей. Для лечения внешних гнилостных проблем орхидей без хирургического вмешательства для нанесения сока толстянки я обычно использую кисточку. Наношу сок на пораженное место и поверхность вокруг него. Как часто проводить обработки, спрашиваете вы в комментариях. Ограничений в этом вопросе нет. Вы можете обрабатывать орхидеи соком толстянки хоть каждый день, если сока у вас много. Если внешняя проблема не очень сильно запущена, бывает достаточно нескольких обработок от 3 до 5. Но если у вас нет необходимости экономить сок толстянки, вы можете использовать листья толстянки, разрезанные напополам, для обработки орхидеи целиком, от ствола до кончиков листьев. Напоминаю, такие обработки можно делать как профилактически, от случая к случаю, так и системно, регулярно, если в развитии орхидеи возникают вопросы. Лечить орхидею изнутри методом 5 капель с помощью сока крассулы удобнее всего с помощью шприца. То количество сока крассулы, которое сейчас находится в шприце, получено из одного листа. Удобно не только отмерить 5 капель в центр розетки орхидеи, но и хранить этот сок в холодильнике. Если вдруг сок крассулы не уходит из центра розетки орхидеи вглубь, попробуйте орхидею немного подвигать, повращать.
Обычно этот метод помогает, сок толстянки спускается вниз и обрабатывает собой все проблемные места внутри орхидеи. После хранения шприца в холодильнике перед следующим применением обязательно подогрейте сок до комнатной температуры и встряхните шприц. Сока из одного листа крассула обычно хватает на несколько приемов лечения по методу 5 капель. При регулярном применении сока крассулы в центр розетки орхидеи в нем могут оставаться вот такие следы, своеобразный коричневый налет. Этот налет не смывается водой, но прекрасно убирается лимонным соком, разведенным водой. Привести центр розетки орхидеи к первозданному виду после применения сока толстянки можно легко и просто с помощью ватной палочки, смоченной в нескольких каплях лимонного сока, разведенного водой. Весь налет останется на ватной палочке, а центр розетки орхидеи будет сверкать чистотой. К началу зимы прошлого года мини-марк весь оброс корнями, нарастил новую листовую массу и зацвел на 2 цветоноса. Вы только посмотрите, как отличаются новые листья, торчащие вверх, от прежних, висящих вниз. Ну а цветы мини-марка не перепутать ни с какими другими. Яркие, задорные, розовые и оранжевые веснушки рассыпаны на белом фоне, а невероятно рыжая солнечная губа делает мини-марка незабываемым. Этот сорт очень требователен к поливу и не допускает никаких просушек, если вы хотите, чтобы у этого растения была адекватная листовая масса. Если вы будете просушивать ваш мини-марк до серебристых корней, сосудистых проблем у этого растения не избежать, и тогда его листья будут висеть вниз, как тряпочки. При адекватном уходе и правильном поливе новые листья мини-марка будут расти четко вверх и торчать, как ушки у зайчика. Что значит правильный и адекватный полив? Это не общепринятый полив под копирку всех растений под одну гребенку. Это полив по стадиям развития орхидеи. Изменяется стадия развития орхидеи, изменяется ее полив. За 1,5 года, прошедших после съемки прежнего видео, листовая масса мини-марка практически полностью обновилась. От старых листьев не осталось ни следа. Но у орхидеи теперь 6 полноценных новых листьев. До недавнего времени орхидея поливалась методом пролива с помощью спринцовки. Вода проливалась до тех пор, пока не выступала на дно внешнего кашпо. Если в течение получаса вода не усваивалась корнями орхидеи, она сливалась. Но буквально неделю назад систему полива пришлось изменить, несмотря на осенний холодный период. Теперь я буду поливать эту орхидею методом замачивания или полного погружения. Почему я изменила систему полива в сторону увеличения количества воды, если световой день уменьшился, а температуры понизились? Все дело в том, что наряду с ростом нового листа и корневой системы орхидеи у нее снова появились цветоносы. А это значит, что количество поставляемой орхидеи воды нужно увеличивать. Все лето и половину осени все нецветущие орхидеи жили на открытом балконе юго-восточной ориентации. И посмотрите, какой своеобразный пигмент образовался на листьях фаленопсиса мини-марк. Я называю такой пигмент загаром. При уменьшении количества света листья снова приобретают зеленый цвет. Разработанный мною метод лечения орхидей с помощью сока крассулы, толстянки, денежного дерева или растения хирурга спас жизни десятков, а то и сотен тысяч орхидей по всему миру.
Красула растет везде. Ее можно найти, пожалуй, в любом уголке нашего земного шара. Где-то она растет под открытым небом, в более северных странах она растет на наших подоконниках. Для лечения орхидей, в том числе системного, не нужны фунгициды широкого спектра действия. Достаточно применить сок этого чудодейственного лекарственного растения – сок красулы. И обязательно помните, что лечение важно начать вовремя, пока паразит полностью не уничтожил сосудистую систему вашей орхидеи. Татьяна Егорова из города Кемерово вовремя отреагировала на возникшую проблему. Год назад она приобрела фаленопсис дикий кот, который во время адаптации сначала начал желтить листья, а потом процесс гниения был обнаружен внутри ствола орхидеи. По всем канонам канала «Классика орхидейного жанра» Татьяна применила сок красулы для лечения своего фаленопсиса. Давайте послушаем, как это было. В прошлом году, в октябре месяце, этот экземпляр был куплен мной в магазине. Растение начало адаптироваться. Я заметила, что листья у этого растения начинают желтеть. И зная, что лист желтит не просто так, значит, что-то происходит в середине, в центре розетки, я сразу приступила к лечению. Я стала применять толстянку, намазывала листья толстянкой и капала в центр розетки. У меня было подозрение, что там пошел процесс гниения. Растение продолжило расти, и на данный момент у него появились новые листья и корни. На мой взгляд, из гниющего центра розетки фаленопсиса дикий кот выросло новое растение – детка фаленопсиса. А вы как считаете? Напишите об этом в комментариях. Вот такой чудесный результат применения сока красулы на фаленопсисе дикий кот в городе Кемерово. Еще больше видеорезультатов от применения сока толстянки на орхидеях вы можете найти в одноименном телеграм-канале, который так и называется «Классика орхидейного жанра», в чате обсуждений по хэштегу «О толстянке». Вы тоже можете поделиться своей историей исцеления орхидей в комментариях под этим видео или вступив в телеграм-канал «Классика орхидейного жанра». Начинайте лечение орхидей незамедлительно. Как только вы заметили, что орхидея отстает в развитии, что у нее не растут новые листья, новые корни, теряется тургор листьев, не ждите. Важно сделать это вовремя. Важно вовремя применить сок красулы для лечения орхидей. Я очень надеюсь, что мне удалось предугадать все ваши вопросы и ответить на них. И если это видео оказалось или еще окажется вам полезным, не забудьте поставить пальчик вверх под видео, подписаться на канал, если раньше вы этого не сделали, нажать на колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о выходе новых видео. И, конечно же, оставайтесь на канале, ведь впереди у нас очень много интересного.